Колыбельная для самоубийцы. Автор Момо Ю читает Кэт Вилд. День второй. Чонгук просыпается в 10 в не самом лучшем расположении духа. Он не выспался, потому что долго ворочался и что-то вспоминал. Уперто так, а откуда в нем такая тяга к самоистязанию? Заснул он только под утро, когда уже желтело небо. Первым делом Гук отправляется в туалет, чтобы почистить зубы, а ванная комната оказывается занята. Чимин уже встал и опять принимает водные процедуры. Не слишком ли часто он моется какой-то чистоплюй? Прямо-таки помешан на чистоте. Хотя Чонгуку даже нравится. Некоторые клиенты в прошлом совершенно за собой не следили, вызывая у него отвращение. От них воняло потом, гнилью и чем-то еще более тошнотворным. От такого амбре даже слезились глаза, а приходилось молча выполнять свою работу. Гук вспоминает, что в туалете тоже есть раковина и зеркало. Там он и чистит зубы, бреется и умывается, затем надевает новую белую рубашку, вчерашние брюки и ремень. Из недр спортивной сумки вытаскивает галстук и накидывает сверху пиджак, от которого недавно оттирал вино и карбонару. Гук смотрит на себя в зеркале и удивляется. Он точно такой же, как был несколько месяцев назад, до того судьбоносного происшествия. Абсолютно не изменился. Жаль, что не изменился только внешне. Время-то уже прошло. Того, что утрачено, никогда уже не получится вернуть. Чонгук поправляет галстук, вспоминая, как это делали белые ладошки Йонджу. Она умела лучше всех завязывать галстуки. Интересно, она их завязывает сейчас кому-то? Или, может, уже давно качает в колыбельке часть себя, как всегда и мечтала? Йонджу. Гук отрывает себя от образа белотелой и улыбчивой девушки, которая больше уже никогда не будет его невестой, и отправляется в гостиную, где еще час дожидается Чимина. Тут выходит из ванной влажным, красным, но спокойным, обновившимся. На нем все так же висит красный халат, а ноги босы. Он усаживается на диван и опять устраивает пятки на стеклянном столе. У него вообще манеры есть, но Чонгук проглатывает и это замечание. «Как спалось?» — спрашивает вдруг Чимин, поворачиваясь к Гуку. «Хорошо», — врет он. «Правда? Тут только диван. Не думаю, что тут можно хорошо выспаться. Я подумал, что это неправильно оставлять вас на ночь, но мне так спокойней». «Я не против оставаться здесь, если вам это необходимо, и отлично устроился». «Хорошо», — кивает Чимин. Чонгука греет внимание и забота Пака. Другому бы на его месте было плевать. Гук раньше частенько оставался ночевать в коридоре. Тогда ему даже запрещали спать. Целую ночь он должен был нести вахту, стрелять в мимо проходивших людей злым взглядом и никому не давать мешать отдыху клиента. А Чимин выделил ему целую кровать в гостиной. Да еще интересуется, как он спал. Только вот не совмещается эта трогательная теплота со вчерашним холодом и злостью. Может, у Мина раздвоение личности? Утром он милейшей души человек, а днем превращается в исчадие ада? Позже Пак рассказывает, что отказался от обслуживания номера, чтобы ему было спокойно, и никто не мешал надоедливым стуком в дверь, поэтому горничная не будет приходить убираться в номере. Затем Мин заказывает еду на них двоих, вновь удивляя Чонгука. Завтракают они тостами, яичницей и кофе. Чонгук не налегает, внимательно разглядывая принесенную еду. «Меня не будут травить», — уверенно говорит Мин, смело откусывая кусок тоста. «Вероятнее, мне будут морду бить, так что не беспокойся». Чонгук решает поверить на слово, наступив на шею своему чутью телохранителя. «Встреча в музыкальной школе тоже будет короткой», — интересуется аккуратно Гук, готовясь к тому, что может попасть под шквал злости. «Нет», — емко отвечает Чимин. Ближе к часу они покидают отель.
Садятся в автомобиль и отправляются в музыкальную школу. Гука тревожит время, они ведь опаздывают. А Чимина нет. Часом раньше или позже, главное, чтобы я прибыл, расслабленно говорит он, растянувшись на заднем сидении. На его руках опять белые, как первый снег, перчатки. Музыкальная школа представлялась Чонгука более радостным и красивым местом. На деле это действительно унылое здание со скромными клумбами ярких цветов, которые уже изрядно поредели. Чимин идет по гравийной дорожке к входу, бодро и даже не натягивает панамку и очки, ограничившись маской. Кажется, у него хорошее настроение, даже слишком. Гук пока не разобрался, что влияет на настрой клиента, поэтому старается вести себя осторожно и лишний раз не провоцировать Чимина. Например, не говорит глупости, которые, как оказалось, его бесят. Внутри здание ничем не отличается от обычной школы. Просторное помещение, железные скамейки у стен, гардероб за решеткой и белые шкафчики для обуви. Обыденная картина. Хотя Чонгук чувствует теплую ностальгию. Давненько он уже не был в школах. Сразу как окончил ее, двинул в армию. Иногда бывшие одноклассники предлагали ему встретиться, пообщаться, вспомнить былое, но у Чонгука нет желания тратить на них время. Он вообще не самый общительный человек, предпочитающий узкие компании, где он может чувствовать себя спокойно. «Чимина!» — раздается вдруг звонкий женский голос. К ним подходит худощавая женщина лет 60 с короткой стрижкой и морщинистым лицом, светящимся от радости. Она заключает Чимина в крепкие объятия, и тот отвечает тем же. Чон внимательно разглядывает женщину, но не замечает сходства между ней и Паком. Она не его мать, определенно. Овал лица другой, глаза у нее ближе к носу, губы тонкие, нос картошкой. Можно предположить, что Чимин пошел больше в отца. Но Гуку кажется, что мягкость и плавность черт он все же унаследовал от матери. «Это ваш друг?» — живо интересуется женщина, поворачиваясь к Чонгуку и одаривая его самой доброжелательной улыбкой. «Да, он меня сопровождает», — весело отвечает Мин, приобнимая женщину за плечи. «Давайте к вам в кабинет. Чего в холле стоять?» «Вы ведь тоже пойдете?» — ласково спрашивает она, обращаясь к Гуку. Чонгук не отвечает, ждет команды. Чимин вздыхает и коротко кивает. Чон сразу же выдает согласие, хотя и не хочет. Он бы с удовольствием остался тут. Похоже, Мину не хочется делиться с кем-то своей пожилой подругой. Но вроде бы он не так сильно зол и раздражен, как был вчера. Он смеется, веселится, шепчет даме что-то на ухо. Они очень близки, заключает Гук, еще сильнее жалея, что отправился с ними. Стоило позволить им насладиться обществом друг друга без посторонних глаз и ушей. Они втроем оказываются в просторной комнате со шкафом во всю стену, забитым книгами, парочкой стульев и черным роялем прямо посередине комнаты. В номере тоже было фортепиано. Может, Чимин берет уроки? Почему-то Мин, играющий на таком величавом музыкальном инструменте, кажется Гуку ужасно смешным. «Можешь сесть там», — говорит женщина, указывая Чонгуку на стулья у стены. «Как тебя зовут?» «Чонгук», — нехотя отвечает он, отправляясь на предложенное место. «Я Хван Чохи, преподаватель музыки и наставник Чимина». «Чимин ваш ученик?» — удивляется Гук. «Лучший из лучших. Как вы могли не знать? Он же один из самых известных пианистов». Чимин стоит рядом и не улыбается словам Чохи. Он не выглядит счастливым, да и вообще кажется, что не верит им. Она преувеличивает? Или же Пак себя недооценивает? Чонгук не сводит с него пристального взгляда. Он даже тише и уже не так гнет полные губы в улыбке. Его задели слова, иначе бы он так резко не утих. И почему он сам не сказал, что известный музыкант? Гук еще меньше теперь понимает его.
Дальше Чухи говорит с Чимином о музыке, о работе, об альбоме Пака, который ей запал в душу. Минсо тоже что-то о нем говорил. Мин ведет себя спокойно, но уже не так легко улыбается. Впрочем, может, он ведет себя так постоянно. Чунгук почти не принимает участия в разговоре, стараясь сделать себя максимально бесцветным. Чихи принимает его за друга Чимина, поэтому задают вопросы, на которые Гук, находясь на работе, не может отвечать. Он ограничивается короткими и тихими ответами, которыми женщина не хочет довольствоваться, продолжая время от времени задавать уточняющие вопросы. «Может, мне что-нибудь сыграть?» — интересуется Чимин, не давая Чихи задать очередной вопрос. Чунгуку даже кажется, что Мин сделал это, чтобы спасти его от напора любознательной женщины. Ведь она с радостью соглашается, забывает о Чоне и своих вопросах. Гук мало что смыслит в музыке, тем более в инструментальной. Ему нравится певица Аю, ему нравятся некоторые треки Йонги, особенно в коллабе с певцом Сакджином. Иногда он не прочь окунуться в мир хип-хопа, но так к музыке равнодушен. Перспектива слушать Чимина вызывает у него сильнейший приступ хандры. Меньше всего Гук любит именно клавишные инструменты. Еще как-то он приноровился слушать Хасока, рвущего смычком несчастную скрипку. Но это он не выдержит. Ему хочется выйти и подышать свежим воздухом, может склониться над унылыми и жалкими настурциями и побеседовать о погоде, но только не слушать стонущий под пальцами в белых перчатках рояль. Но Чимин уже снимает перчатки, пряча их в карман брюк, садится перед инструментом и бережно касается гладких клавиш. Со стороны он выглядит жалким, словно не знает, как подступиться к музыкальному монстру. Оттого неловко ласкает клавиши наугад, рассчитывая на благосклонность инструмента. Чунгуку начинает казаться, что женщина нехорошо пошутила, и Мин собачьего вальса сыграть не сможет. Теперь уже Гук хочет оставаться ради интереса. Главное — не рассмеяться, если игра будет действительно чудовищной дилетантской. И вот Чимин начинает играть. Чунгук знает эту мелодию. «А река течет в тебе». Она создана их соотечественником. А Гук ожидает, что игра Пака будет жалкой и неровной, но Чимин играет удивительно чисто, легко, умело переставляя пальцы. Чон изумляется, заметив, что у Мина закрыты глаза. Он играет вслепую. Прекрасно играет. Гук не слышит фальши или уродливых стыков ошибок. Поразительно красиво. Только кончается эта мелодия. Чимин выдыхает, делает глубокий вдох и играет уже другую. Ее темп куда быстрее. Но Мин уверенно нажимает на клавиши, ускоряя руки, позволяя мелодии литься все так же упруго и легко. Чонгук не может оторвать взгляда от лица Пака. Еще никогда Гук не видел у него такого удовлетворения и радости. Он играет с азартом, со страстью, с любовью. Так увлеченно играть и отдаваться музыке может только по-настоящему одаренный музыкант, влюбленный в то, что он делает. Чон поверить не может, что можно так чувственно, изящно и завораживающе исполнять музыку, превращая ту в настоящее волшебство. Чонгук не в силах оторваться от исполнения Чимина. Гук не замечает, как до краев наполняется жгучим, всеобъемлющим чувством, от которого дрожат коленки и быстрее бьется забывшее трепет сердце. Он в восхищении, обескуражен и покорен. Чимин заканчивает, замедляясь, а затем его руки взмывают вверх. Теперь завеса музыки пала, и Чонгук может слышать, как же безумно стучит за ребрами взволнованное сердце. «Может, Листа нам сыграешь?» — ехидно интересуется Чихи. Чонгук так увлекся музыкой, что позабыл, что они с Чимином не одни. Пока он играл, казалось, что весь мир исчез, остался только Пак, подчиняющий себе каскад звуков, заставляя их виться в стройной и элегантной мелодии. И Чонгук, слушающий его из угла комнаты,
у которого дрожат колени, открыл рот, и кругом идет голова. Чимин создал им целый мир, который рассыпался, как только его пальцы оторвались от черно-белых клавиш. А потом Рахманинова, отвечает Чимин, улыбаясь. «Ла Кампанелла когда-то вытрясла из меня душу». Паганини не знал, что его скрипичная пьеса станет кругом ада для одного самоуверенного пианиста. Уверенно, он очень сожалеет. А теперь свое. Что все только чужое? «Вы же знаете», — вздыхает Чимин, но слушается. «Наслаждайтесь». Мин принимается играть. Чонгук думал, что уже сильнее обескуражить его Мин не сможет. И вот опять. Эта композиция мрачная, темная, грустная. Она словно черная дыра, постепенно засасывающая в себя окружающее пространство. Первые две мелодии были меланхоличные, но светлые, несущие тепло, а это что-то гнетущее и разрушающее, черное и безбрежное. От нее все существо холодеет и сжимается. Сильное, но безумно болезненное. Гук представляет, что надо испытывать, чтобы сложить ноты таким образом и дать горю и тьме такое устрашающее одеяние, сверкающее и соблазняющее ужасом. Теперь Чонгук не может смотреть на Чимина, как смотрел раньше. Эта музыка должна была родиться от ужаса и боли. Ее породили слезы и кровь, отчаяние и разочарование. Мин не кажется таким уж несчастным и разбитым, но создает он поистине поражающих воображение монстров. К концу у Чонгука не остается никаких слов. Он смотрит и все еще не верит в то, что произошло. «Очень мрачно», — произносят чехи, прижимая к сердцу руку. «Да», — соглашается Чимин, — «ну как иначе может выглядеть падение самоубийцы?» «Мне все же кажется, что это слишком», — качает головой женщина. «Сыграй колыбельную». «Колыбельная», — усмехается Мин. «Сразу бы сказали, что хотите услышать именно ее». Чимин опять устраивает руки на клавишах, а Чонгук делает глубокий вдох, готовясь шокироваться и дальше. Композиция начинается тяжеловесно, быстро нагнетает тревогу и страх. От этого у Гука вновь учащается сердцебиение. Мелодия скачет, рвется, словно пытается сбежать. Чонгук видит, что лицо Чимина напряглось. Он целиком и полностью сосредоточился на мелодии, сжал губы, нахмурил брови, кажется, тоже перестал дышать. Постепенно надломленная мелодия, полное потаенного страдания, окрашивается в теплые успокаивающие цвета. К концу она замедляется, растягивается и становится невыносимо нежной, невесомой. Чонгуку вдруг кажется, что кто-то обнимает его, прижимает к сердцу. Перед глазами всплывает картина из далекого детства. Разбитая коленка и много-много слез. Гук ожидает, что появится мама в цветастом платье и шляпке, но его настигает отец. Он берет его на руки и просит не плакать, укачивая, приговаривая, что все хорошо. Чонгук не может. Это очень глупо. Взрослый парень не будет вести себя так. Он быстро утирает глаза и отворачивается, делая вид, что ничего не произошло. Мелодия стихает. Чехи вытирает красные глаза белым платком и обнимает Чимина со спины. «Она прекрасна, Чимин, и это твоя, только твоя». Чонгук не слышит дальше слов, но, кажется, Чухи сказала «душа». Больше Мин не играет, но от рояля не отходит, продолжая ласкать его пальцами. Они еще немного говорят о новом альбоме Пака. Чонгук видит, что женщина также поражена. Она без конца повторяет это, прекрасная вещь, хоть и страшная, а потом едва слышно произносит: «Ну, где-то же должен быть свет». Чимин ничего не отвечает. Чуть позже Мин просит Чонгука выйти погулять. Гук понимает, что дальше следует какая-то очень личная часть разговора, и выходит из кабинета, прощаясь с Чехи, которая просит зайти хотя бы еще раз. Чонгук бредет по коридору и замечает длинный стенд,
на котором уютненько устроились красочные фотопортреты лучших учеников музыкальной школы. Гуку все еще тревожно от музыки Чимина. К такому его никто не готовил, поэтому он решает прочитать все имена. Оказывается, что некоторых он даже знает. Слышал о них что-то по телевизору или читал о них в сети. Но больше его удивляет имя Чимина и пустая рамка. Все фотографии на месте, устроились аж в 3 ряда, а его нет. Потеряли? Новую собираются поставить? Ответа нет. Только деревянная рамка, подписанная Пак Чимин. Вскоре Пак выходит. Выглядит он слегка грустным, но вполне бодрым. Они идут по коридору, и Чонгук впервые замечает, что кто-то на них смотрит. Наблюдателями оказывается шумная компания. Они бурно перешептываются и не сводят с Чимина глаз. «Это же он?» — спрашивает один голос. «Тот самый», — вторит ему другой. «Точно бесстыдный», — изумляется третий. Чон поворачивается одним своим видом, распугивает шумную стайку, которая тут же теряется в коридорах музыкальной школы. Мин на это никак не реагирует, продолжая идти вперед. В машине Чимин впервые позволяет себе покурить при Чонгуке. Он затягивается сигаретой и выдыхает дым в приоткрытое окно. Гук так ему и слова не сказал. Но надо. Хоть что-то. Выразить, так сказать, почтение. «Вы, значит, талантливый пианист», — начинает Гук издалека, стараясь смотреть не на Чимина, а на дорогу и только на нее. «Вы обо мне ничего не узнали?» — усмехается Мин. «Я думал, вы все и так знаете, поэтому и пришли ко мне». «Я не настолько любопытный». У Чонгука была мысль выяснить, кто же такой Чимин, но все же ему нравится узнавать человека постепенно, самостоятельно, а не смаковать готовую информацию, пропущенную через призму чьего-то поведения. К тому же вряд ли кто-то сможет рассказать, каков Чимин человек. Гук знает его совсем немного, но он уже кружит ему голову своей противоречивостью. «А зря», — говорит Чимин, туша сигарету. «А вдруг я бандит или маньяк?» «Благо вы просто музыкант. Вам повезло. Вы отлично играете. Мне понравилось последнее ваше творение». «Ты о колыбельной для самоубийцы? Если так нравится, то купи альбом в iTunes». «Так и сделаю», — усмехается Чонгук. «Как называется альбом?» «Легенда об одном самоубийце». «Вся ваша музыка такая мрачная». «Купи альбом и узнаешь», — хитро улыбается Чимин. Кажется, у них вновь получилось выйти на контакт. Чонгук чувствует, что они опять близки к тому, чтобы стать друзьями, и никак не может устоять. Гук пытается себя контролировать, но, взглянув на скучающего Чимина на сиденье сзади, решается открыть рот, позабыв о данном себе обещании. «У вас есть любимая книга?» — интересуется Чонгук. «Сага о форсайтах», — следует незамедлительный ответ. «Что?» «Гулсуорси. Сага о форсайтах», — повторяет спокойно Чимин. «Со школьных лет ее люблю. А у вас есть любимая книга?» Чонгук чувствует себя неловко. По правде говоря, он не особо любит читать книги и понятия не имеет, кто такой Гулсуорси и о чем эта сага о форсайтах. Благо слово «сага» знакомое. Значит, что-то большее, монументальное. Нельзя в ответ на такое назвать какую-то чушь, но Гуку нечем особо козырять. Мусаси он так и не осилил. Цветы для Элджернона как-то непредсказуемо, а манго вряд ли Чимина впечатлит. Выбор невелик, поэтому Чонгук решает быть максимально откровенным. «Гарри Поттер». Повисает тишина. На светофоре загорается красный свет, и Чонгук тормозит. «Мне он тоже нравился», — наконец говорит Чимин. «Правда?» — радуется попаданию Гук. «Как думаете, а на какой бы факультет вас определила шляпа?» «Не знаю даже», — тянет Мин. «А вы как думаете?» «Мы не так близки, если честно, даже не знаю». «Может, тогда Пуффендуй? Это ведь факультет неудачников». «Что?» —
— изумляется Чонгук. «Это совсем не так. Я думал, что Гриффиндор для героев, Слизерин для злодеев, а остальной сброд неудачников и недотеп разделен между оставшимися факультетами». «Не, это совсем не так. В Пуффендуе был Седрик Дигори, и его актер из «Сумерек» в фильме играл. Тот, что во время Кубка огня умер». «Ну, ясно», — беззлобно произносит Чимин, улыбаясь. «Значит, в Пуффендуе неудачники, недотепы и мертвые. Мне нравится. Запиши меня туда». «Нет, это не так». Вот и весь диалог. Вышло не очень. По дороге в отель они больше не говорят. В номере молчание продолжается. Чимин уходит к себе в комнату и сидит там до самого вечера. Когда выходит, то садится за пианино с партитурой и играет незнакомую Чонгуку мелодии. Но, судя по его лицу, он оказывается недоволен проделанной работой. Перечеркивает все записи маркером и уносит обратно к себе в комнату. Выходит уже тоскливым и несчастным. Усаживается на диван и включает телевизор. Халат заправлен наспех, поэтому левая грудь Чимина и темный сосок оказываются неприкрыты, а также видно милую и запретно-сексуальную родинку на ключице. Чонгуку должно быть все равно, но он жадно глядит на выпуклую горошину и родинку, пока от лицезрения запретного его не отвлекает голос Мина. «Завтра мне надо съездить в медицинский центр». «У вас что-то болит?» — встревоженно интересуется Гук. «Нет, но я должен явиться на прием. Отвезете меня, а там я сам разберусь». «Очередное место, где опасности нет?» «Место, где опасности столько, что от ее избытка становится безопасным». «А вечером я могу пойти в бар?» Чимин поворачивает к Чонгуку голову в полном недоумении. «Ну, друзья меня позвали». Мин отворачивается, устало выдыхая, но разрешение дает, прося сильно не напиваться. Через полчаса Чимин опять оккупирует ванну почти на 2 часа, а затем отправляется спать. Чонгук вновь долго не спит, вспоминая музыку, которая до сих пор звучит в его ушах, и картину из далекого детства, когда они с отцом еще не выясняли, кто же из них не прав. День 3. Чонгук успел изучить Чимина за 3 дня совсем немного. Во-первых, Мин всегда надевает на выход перчатки. Всякий раз перед дверью он натягивает этот аксессуар и только в своей комнате их снимает. Во-вторых, он принимает ванну 2 раза в день, утром и вечером, причем водные процедуры могут затягиваться на несколько часов. В-третьих, он восхитительно играет на пианино и создает холодящие кровь мелодии. И в-четвертых, порой он выводит Чонгука из себя своим отношением к собственной безопасности. «Вы не можете сами отправиться домой», — как можно спокойнее произносит Чонгук. «Это опасно». «А я уже сказал», — сердито произносит Мин, повышая голос. «Я справлюсь сам. Я там задержусь надолго, ни к чему меня ждать». «Напомню, что я ваш телохранитель». «Напомни это себе. Я плачу тебе не за то, чтобы ты со мной припирался». «Да какого черта?» Чонгук впивается короткими ногтями в руль и пытается припомнить ту самую технику дыхания. Но его разрывает чудовищное негодование. День начинался прекрасно, пока они не сели в долбанную машину, и Мин не сказал, что собирается как-нибудь сам добраться до отеля после посещения медицинского центра. Это глупо, бессмысленно. Зачем нанимать телохранителя, когда тот большую часть времени прохлаждается где-то в теньке, даже не отсвечивая на охраняемого клиента? Гук рад халяве, готов получать деньги за сидение на жопе ровно, но оставить Чимина на растерзание кому-то он не может. Не позволяет внутри какая-то внезапно возникшая преграда. «Зачем вы меня наняли?» — спрашивает Чон, чуть остыв. «Кажется, вы не особо обеспокоены собственной безопасностью». Чимин долго молчит, отвернувшись к окну. Это с ним происходит редко. Когда Паку задаешь вопрос, он на него отвечает молниеносно
или же показывает своим грубым и резким ответом, что откровенности от него не дождешься, и вообще тебе лучше заткнуться. А тут ни слова, ни намека, тишина. По лицу тоже ничего не удается прочесть, тишь да гладь. Маска невозмутимости у Пака восхитительная, достойная аплодисментов. «А я музыкант», — пронзает тишину тихий голос, словно стесняющийся самого себя. Руки музыканта не должны быть испорчены в драке. Они мое сокровище и моя жизнь. «Так вам угрожают расправы или что?» Возвращается к старым вопросам Чонгук, на которые так и не получил четкого вразумительного ответа. «Я уже говорил, что, вероятно, есть люди, которые хотят причинить мне вред». «А в медицинском центре этих людей нет?» «Нет», — уверенно отвечает Чимин. Чонгук плотно смыкает губы до того, как на них рождается низкое и грязное ругательство, полученное на поприще секьюрити, которым в прошлом Гук не брезговал пользоваться. Чон, отринув собственное мнение, воспитание и сердце, пытается подойти к проблеме логически, разглядеть ее со всех углов, желательно с того тупого угла, с которого на него смотрит Чимин. Старается сделать невозможное, переместить себя на место Пака. Вот он такой богатый, красивый, успешный, музыкант, талант первой величины, человек, который добился в этой жизни всего. Представить Чонгуку себя таким не выходит. Но он очень старается, пришивая несбыточную личину к своему жалкому и презренному существу. И вот он, талант первой величины, удостоенный всеобщей любви и лаврового венка, узнает об угрозе, таящейся за углом. Дамоклов меч взлетел ввысь и расположился прямо над его темной макушкой. Что делать? Первое — паниковать. Изнежен любовью и роскошью, оттого, сталкиваясь с миром ненависти и насилия, становится страшно. Нужно отдать пару дней на растерзание тоске и вопросу. Ну, почему же я? Дальше следует успокоиться и выпить бокал вина. Или что там хлебает его величество. Второе — найти охрану, и тут уже не совпадение. Да никогда бы он не нанял такого случайного телохранителя, лишенного рекомендаций и выгнанного из престижного агентства. Никогда. Плевать, какова причина. Плевать, кто был неправ ту ночь, когда вино и карбонара решили чью-то судьбу. Он выброшен. Не вызывает доверия. Лучше нанять иного. Того, кто гарантированно обеспечит безопасность. И почему только один? Нужно 2 или 3. И, конечно же, третье — согласовать свою драгоценную жизнь с телохранителем. Как иначе? Нужно дать ему возможность себя защитить. А что делает любезный Пак Чимин? Гук выдыхает. С самого начала ситуация была неправильной, недопустимой. Чонгук не должен был на такое соглашаться. Кто в здравом уме на такое пойдет? Безрассудство и глупость. Ты ведь никогда не думаешь головой, когда дело касается денег. Хрипло, устало, изможденно. Отец, как всегда, прав. Гук именно такой, мелочный, готовый на все ради денег. Но почему? Почему так? Чонгук не знает. Может, из-за того, что он долго сидел в клетке родительской любви, или из-за пагубного влияния Тэхёна и Югема. Может, виновата жадность и желание достичь высот, ни во что не вложившись. Может, юношеский максимализм сломал его судьбу. Но вырос Чонгук таким бесполезным, падким на деньги, своенравным человеком, который никогда дважды не думает над своими действиями. «Ты никогда не вырастешь, Чонгук», — проливая горькие слезы, кляла его Юнджу. Может, она была права. Мне спокойно, когда рядом кто-то есть. Еще тише звучит голос Чимина. Я чувствую, что ты сможешь меня защитить. А свет в конце туннеля все же есть. В голосе Чимина проскальзывают нотки смущения и жуткой неуверенности. Очень похоже на слова любви, которые вручают подростки в первую весну. Весну буйства нежных чувств. Неловкие, рваные, некрасивые, обрывочные. Говорят так, как чувствуют.
но не хватает для этого словарного запаса. Оттого все такое невзрачное и убогое. Сложно потом, вспоминая жалкие и нелепые признания, находить их красивыми. Только вот сердце помнит, в каком огне эмоций были получены заветные слова. И как бы они ни были глупы, избиты, пафосны, пусты, вспоминаешь их только с улыбкой. «Ты смеешься надо мной?» — строго спрашивает Чимин, наклоняясь к переднему сиденью Чонгука и впиваясь в него ногтями. «Нет», — быстро отвечает Гук, но не убирает с лица широкую улыбку. «Врешь. Чего я смешного сказал?» «Абсолютно ничего, поэтому я и не смеюсь». Чимин шипит и возвращается на место, сверля Гука страшно недовольным взглядом. Почему-то Чонгук находит его милым, когда он так корчится и изображает недоступность. Пожалуй, Чимин ужасно странный, неопределенный, непредсказуемый. Гуку с ним сложно с непривычки, но есть в нем что-то влекущее, интересное, зовущее. Весь он соткан из противоречий красоты, что не дает оторвать от него глаз. Я был искренним. Все так же недовольно цедит Мин, скрещивая на груди руки. «Я не смеялся», — решает пояснить Чонгук. «Ваши слова мне понравились. Теперь я обязан вас дождаться. Не могу же я обмануть ваши ожидания». Такой поворот Паку не нравится, поэтому он до самого медицинского центра пытается уговорить Гука отказаться от своей затеи и отправиться в отель или сразу к друзьям. Даже предлагает бонус в виде мяса или жареной курочки. Но Чонгук не соблазняется, остается только на своем, настоять, улыбаясь всем предложенным дарам и посмеиваясь над упертостью Пака. К его несчастью, Гук также уперт, поэтому соревнование заходит в тупик, и Мин сдается, называя Чонгука невыносимым. Но затем почему-то благодарит. Эти слова звучат быстро и почти неслышно. Чон принимает их, но, как желает Чимин, не подает виду, что их слышал. «Я вернусь, скорее всего, через час», — докладывает Чимин, натягивая привычную конспирацию. «Я буду ждать на парковке. Можете позвонить, и я вас встречу. Уж обойдусь». С силой захлопнув дверцы машины, Пак покидает Чонгука и вышагивает к медицинскому центру. Интересно, зачем Чимин сюда приехал? Он чем-то болеет? Кук хотел об этом спросить целое утро, но только намекнув Паку на интерес, получил от того парочку хлестких замечаний и приказал молчать, пока он пьет кофе и наслаждается тишиной утра. Исчадием ада Мин бывает и по утрам. Вряд ли Чимин приехал сюда просто так. Возможно, тут у него работает знакомый врач, как и Чихи и тот подозрительный Минсо. Может, он приехал за консультацией. Выяснить наверняка все равно не удастся. Если подумать, то у Чимина много тайн. Перчатки, тот чемоданчик, врач. Весь он окутан густым туманом загадочности и неопределенности. Чонгук не может ничего о нем предсказать. Он бы даже никогда не подумал, что миловидный парень с пухлыми губами и пронзительно грустными и уставшими глазами умеет так играть на фортепиано. Это же за гранью фантастики. Мин не перестает его удивлять. Да и подобрать ключи к этому парадоксальному клиенту нелегко. Тот весел, здоров, задорен и мил. То просит заткнуться, шипит и раздражается от малейшего звука. Непонятный, совершенно непонятный Чонгуку человек, но все равно жутко интригующий. Отчего-то влечет к нему сильно, аж до хруста, до боли, до ладони, медленно спустившейся к паху. Чонгук одергивает себя, трясет головой и достает из бардачка телефон. Он пишет Хосоку, забив на правило никаких личных переписок во время работы. Сок отвечает моментально. Все в силе. Гук обещает, что тоже явится к назначенному времени. Дальше следует скучный и приземленный диалог о новом треке Юнги, о родителях Хосока, которые не готовы принять столько коробок в свой дом, даже если те займут комнату сына. О новой пицце и об усталости, которая измучила несчастного Хёна. «А я хочу трахаться», — плюнув на приличие, набирает Чонгук.
Сообщение отправлено. Гук понимает, что сморозил страшную глупость, а через несколько секунд раздается звонок. «Так кто она?» — тут же спрашивает насмешливо Хасок. «Твоя клиентка или официантка? Может, студентка? У нее такая же большая грудь, как у Юнджу? Стой! Ты же не сошелся с этой стервой опять? Хочешь вновь ночью не спать из-за...» «Нет, не она. Так просто знакомая», — расплывчато отвечает Чунгук, стараясь в воображении зачеркнуть Чимина и нарисовать на его месте какую-нибудь интересную даму, чье сердце и тело могло бы его заинтересовать. «И как у вас? К постели движется?» «Вряд ли», — вздыхает Гук. Он представляет Чимина и себя в комнате, свет приглушен, шторы опущены, та самая избитая романтическая обстановка, ведущая к очевидной развязке. Сначала Пак ему нежно улыбается, а затем с размаху бьет ладонью по щеке. Затем серебряным подносом, не прекращая сыпать проклятиями, пока в итоге окончательно не изгоняет Гука из номера. «Думаю, я не ее тип». «Ты обаятельный. Пригласи ее на свидание. Может, в тот самый ресторанчик, но где я в прошлый раз разбил писсуар». Очень смешно. Байка о Хасоке и разбитом писсуаре уже у всех в печенках сидит. Сок рассказывает ее с упоением 400 раз за год. Уже все выучили, что 2 года назад он пошел в ресторан, подскользнувшись на луже, в начальных вариантах это была лужа мочи, разбил головой писсуар. Вывозили его оттуда на скорой. Получивший сотрясение мозга Хо золотых ворот рая не видел, но духовное обогащение получил. Это событие оставило его неизгладимый след на судьбе Хасока, в чем он уверен. Впрочем, никто не пытается его в этом разубеждать. «Извини уж», — гогочет Хасок. «Ну, я за тебя рад. Ты так убивался из-за нее. И тут, наконец, твое сердце отмерзло. Позовите обязательно на свадьбу». «У меня на нее только привстал, а ты уже нас сватаешь. Не рановато?» «Чунгука, я за тебя 100 лет знаю. У тебя никогда не встанет просто так. Ты человек такой. Ну, долго присматриваешься к объекту, на которого намереваешься обрушить страсть. Расчетливый, что ли?» Чунгук ожидал, что разговор с Хасоком заставит его расслабиться и отвлечься. А в итоге он окончательно увяз в противоречиях, незнакомых и слегка бесящих своим возникновением чувствах. Гук не слушает советов гуру романтики и вскоре вешает трубку. Еще вечером наслушается от всей компании. Сок секреты в себе не держит. Это не важно, сейчас главное... Неужели реально влюбился? Чунгуку хочется рассмеяться над предположением Хёна. Бред ведь. Какая влюбленность? Чимин парень, симпатичный такой, ну парень. Гук может вообразить себе секс с другим мужчиной, но влюбиться в другого мужчину прямо по-настоящему, как любит женщину. У Чунгука конгенитивный диссонанс. Хасок точно не прав. Чон всего лишь соскучился по постельным утехам. После разрыва с Йонджо он больше ни с кем не встречался. Сначала потому, что хранил ей верность, потом потому, что не нравился никто, затем уже по привычке. Вот влечение и вернулось. Ничего страшного, может, вечером удастся склеить какую-нибудь красотку и хорошо провести ночь. Хотя ночь слишком длинна, хватит и пары часов. Интересно, а с кем проводит ночь Чимин? У него есть девушка, может, невеста или жена, хотя у него такой сложный и переменчивый характер, что с ним явно не просто ужиться. Кто знает, может, Чимин пример прекрасного семьянина и бойфренда, носит свою пассию на руках и осыпает бутонами полных роз. Чунгук пытается представить, но у него не получается. Под ребрами колет. Знакомая одновременно непривычная боль. Когда-то Чунгук ее уже испытал, напитался ей достаточно. «Нужно кого-то найти», — думает он, листая в смартфоне телефонную книгу, но останавливается только на одном имени — Пак Чимин. Через 10 минут на горизонте появляется Чимин с бумажным пакетом в руках, который он со всей нежностью и заботой жмет к груди.
Он садится в машину и просит сейчас же отвезти его в отель, аргументируя это ужасной усталостью. Сначала Гуку кажется, что Мин преувеличивает, но через пару минут Мин закрывает глаза и засыпает, подложив под голову сложенный в несколько раз пиджак Чонгука, который тот снял, когда дожидался Пака. В руках он крепко сжимает коричневый пакет с неизвестным содержимым. А тайны-то множатся, разрастаются, а ответов все нет. В номер Мин входит жутко сонным, у него уже ни на что сил нет. Он уходит в свою тихую обитель, где оставляет еще один секрет в виде бумажного пакета. Затем возвращается к Чонгуку и отдает вторую часть денег. Гук даже не считает, быстро убирая конверт во внутренний карман. Ему вдруг стало стыдно брать такие деньги за свою работу. Он ведь бьет баклуши, прохлаждается. Так быть не должно. Это неправильно. Что-то не так? Устало интересуется Мин, замечая напряжение Чонгука. Я думаю, что сумма слишком велика для такой работы. Думаю, этого уже хватит. Больше не надо. Что? От заявления Гука Чимин окончательно распрощался со сном. Ты отказываешься от денег? Мой отец учил меня быть справедливым и жить по принципам. Один из моих принципов — быть честным. Я не могу взять эти деньги, не нарушив его. Это глупо, бурчит Мин. Но, наверное, твой отец гордился бы тобой. Хотелось бы в это верить. Чимин не находит слов утешения, да и не должен. Он пожимает плечами, сумбурно желает хорошего вечера и уходит. Видно, ему не по себе. Не привык выступать жилеткой для водопадов чьих-то горьких слез. Чонгука волнует другое. Гордился бы им сейчас отец. Вот в этот момент, когда он поступает благородно, правильно, как он и велел. Чон не может себе такое представить. Отец всегда был им недоволен. Конечно, порой это было оправдано, но чаще нет. Гук уверен, что он заслужил больше любви и добрых слов, чем дал ему суровый родитель. Я поступил как дурак, решает Чонгук и торопливо собирается на выход. Телефон разрывает от сообщений, ведь все только Гука и ждут. Чтобы Чон не сильно заморачивался с транспортом, Хасок решил подсобить и выбрать место поближе к отелю. На это ушло много времени и сил, да и бара найти не удалось. Зато нашелся небольшой ресторан с приемлемыми ценами, где было решено организовать встречу. Гук является с небольшим опозданием на назначенное место. Только заходит в помещение, в нос ударяет запах пряных специй, а за шею хватается уже прилично пьяный Тэхён, из захвата которого вероятность вырваться почти всегда равна нулю. «Я так по тебе скучал», — сжимая Чонгука в объятиях, восклицает Ким, утыкаясь носом в крепкое плечо. «Ты мне сейчас позвоночник сломаешь», — сохраняя относительное спокойствие, выдает Чон, пытаясь отлепить от себя друга. На помощь, к счастью, спешит Хасок, который приобнимает Тэ за плечи и просит заказать еще пиво. Тэхён любит тупые поручения, видит в них смысл жизни, поэтому моментально отрывается от Гука и спешит к стойке, раздавая приветы соседним столикам. Друзья устраиваются за столом, остальные отошли покурить на улицу. «Почему он уже так пьян?» — хмурясь интересуется у Хасока Чонгук. Тэхён и не умеет пить совсем, разводит руки Сок. Никто не думал, что его от одной бутылки и сегодня развезет. Не нравится Гуку Хасокова, и никто не думал. Все же знают, что у Тэ проблемы с алкоголем, и нельзя оставлять со спиртным. Но почему-то оставляют. Слишком уж просто Хасок относится к Тэхёну. Впрочем, Чонгук знает почему. Ведь Тэхён, когда напьется, становится очень контактным и ласковым, нежным и милым, страстным и страшно забывчивым. «Если так хочешь его трахнуть, то позови на свидание», — тихо произносит Чонгук, наклоняясь к Хёну и ударяя легонько локтем в бок. «С чего ты взял?» — скалится Сок, отвечая таким же ударом. «По-твоему, я все еще по нему сохну?» Присунуть ты ему до сих пор хочешь?» «Чонгук, не лезь», — серьезно произносит Хасок
Или ты тоже хочешь разделить с нашим Тэхёни кроватку?» «Чушь не пари», — сердито отвечает Чонгук. Как бы с Кимом они не были близки, он никогда не воображал ничего подобного. Тэхён его друг, почти брат, человек, которого он знает много лет, которым дорожит и которого уж точно не будет трахать. Это у Хосока отношения с людьми плавающие. То дружатся, то ссорятся, то трахаются. Он не запаривается, считает это нормально. Менять свое мнение о человеке и видеть в нем в разное время любовника, друга, врага. К счастью, Чонгук всегда для него только Чонгук, лишь милый братик, который в их знакомство не умел завязывать шнурки и кататься на велосипеде. Хосок видел, как Гук растет и становится мужчиной, но те деньки с малышком Гугу он выбросить не может. Вспоминает о них с улыбкой и хранит почти так же бережно, как альбомы Юнги. Тэхёна он встретил уже взрослым, красивым, сексуальным и, как и многие, не сумел устоять. «Не ляжет он со мной даже в усмерть пьяным», — кисло бросает Хосок. Закрыли тему. Чонгук хочет что-то сказать, но уже возвращается веселый Тэхён, а за ним и Югем с Минхёком. Через пару минут за ним подтягивается Сабин, но тут у него звонит телефон, и он вновь удаляется на улицу. По хитрому переглядыванию Югема с Минхёком Чонгук понимает, что это пассия Сабина. «Это та самая Харин», — говорит Хосок, — «которая ему изменяла». «Он опять с ней сошелся», — изумляется Гук. «Он же говорил». «Он ей тоже изменил», — вклинивается Югем. «Теперь они квиты. Но она думает, что он все еще встречается с той девушкой, поэтому постоянно ему названивает. Какого черта они все еще вместе? Харин не подарок, но и Сабин тот еще тип. Разве они друг другу не подходят? Оба жадные, неверные и любят Николаса Кейджа». Чонгук не хочет продолжать этот разговор, поэтому принимается за еду. А остальные не прочь обсудить девушек, с которыми уже успели переспать. Хосок только Чонгуку может открыто признаться, что имеет связи как с женщинами, так и с мужчинами. В компании он предпочитает молчать, понимая, что вероятнее всего вызовет лишь ненависть и отвращение. Тэхён устроился удобно. Он никогда не говорит, кто его партнер. О нем неизвестно ничего, ни имени, ни возраста, ни пола. Поговаривают, что вообще никого у Кима нет. Хосок много раз пытался добиться от мечтательного Т четкого ответа, но получил лишь: «Хён, заканчивай меня уже и так собственнически любить». Вероятно, Тэхён самый умный в их компании, поэтому сразу раскусил чувство Сока. Только вот делу это не помогло. Чонгук знает, что пару раз они с Хосоком были близки к тому, чтобы заняться сексом, но останавливались. Тэхён не хочет иных отношений, а Сок привык хотеть недоступное, ведь вкус победы разбивает мечты о ней. «У Чонгуки новый любовный интерес», — докладывает игриво Хосок, поднимая бокал с пивом над столом. «Так выпьем же за это». «Кто она?» — тут же спрашивает Тэхён, облокачиваясь на стол. «Ты же говорил, что завязал с этим». «Сердцем не завяжешь», — усмехается Минхёк. «Это же не Джиюн?» «Разве она уже не замужем?» — вспоминает Югем. «Это должно быть Юсон. Чонгуку всегда нравились кокетки». «Она для него слишком высокомерна», — вступает в спор Ким. «Она всего лишь знает, чего хочет», — заступается за девушку Хосок. «К тому же она красивая. Ну, пожалуй, она ужасно надоедливая. Если ей что-то надо, то с того света тебя достанет. И с ней очень сложно прийти к компромиссу». «Может, хватит?» — решает вмешаться Чонгук. «Вы ее не знаете. Я с ней недавно познакомился. Да и у нас ничего не будет». «Она замужем?» «Хватит. Я не хочу даже об этом говорить». «Ну, какой злой!» — хохочет Тэхён. «Видно, что женского тепла не хватает». К счастью, возвращается Субин с улицы, и на него устремляются любопытные глаза и уши. Сабину даже нравится приставание. Он от этого чувствует себя важнее.
да и с радостью рассказывает о перипетиях в отношениях с избранницей, посмеиваясь над собственными ошибками. Хорошо так просто относиться ко всему. Чонгук так не смог. Когда союз с Йонджу дал трещину, когда она собрала вещи и слезливо спросила, к чему все это было, Гук возненавидел себя. Он ее подвел, предал, бросил. Она не заслужила такого к себе отношения. Чего он от нее хотел? Всего лишь любви, сильной, вечной и ничем не обремененной. Сейчас уже проще, дышится спокойнее, но тогда Чон, она точнее этого хотела. Он ото всей души возненавидел себя. «Кстати, вы слышали эту мелодию?» – спрашивает Хасок, доставая телефон. «Вчера на трансляции Юнги ее поставил». Сок кладет телефон на стол, и из динамиков раздается музыка. Чонгук сразу ее узнает. Вряд ли возможно забыть эту тяжкую, пробирающую до костей мелодию, мрачную и темную, сокрушающую все живое. Именно ее тогда играл Чимин. Внутри все вновь сжимается. «Звучит как-то неоптимистично», — комментирует Минхёк, морщась. «Это ост какому-нибудь ужастику категории «Б»?» «Не знаю», — пожимает плечами Хасок. «Я скачал файл без имени. Исполнитель вроде Субин или Санмин. Фамилия вроде Ли, если ничего не путаю». «Это Чимин. Пак Чимин», — поправляет Чонгук, надеясь, что никто его не раскроет. «Пак Чимин», — повторяет Хасок. «Да, кажется, его так и звали. Классная мелодия. Мне нравится. Атмосферная». «Ну, стойте. Тот самый Пак Чимин, который композитор. Но фортепиано играет, да?» — оживленно спрашивает Сабин. «Да, он», — непонимающе отвечает Гук, принимаясь за еду, надеясь, что тема уляжется. «Реально он? Офигеть! О нем же ходят слухи, что он педик», — восторженно заявляет Сабин. «Представляете?» Стол накрывает смех. Чонгук перестает жевать, пытаясь осознать сказанное. Чимин гей. Гук нервно ищет контраргументы, желая оспорить сказанную глупость, хотя бы в своем уме, но не может. Не за что зацепиться. Чимин покрыт мраком тайной, завесой, неизвестности. Он в сухом остатке ничего о нем не знает. Неужели он и правда гей? Первую секунду Чонгука это шокирует, парализует. Он чувствует знакомое отвращение, рождающееся где-то в груди. Тогда жирные руки в завитушках волос вызвали то же самое. Но постепенно он принимает истину такой, какая она есть. Это ведь не страшно. Какая разница, кого он любит, женщин или мужчин? Он гениальный музыкант и очень даже неплохой человек. Иногда он бывает противным, грубым и невыносимым, но он хороший парень. У всех бывают плохие дни. Может, на его судьбу их выпало больше, чем следовало. Какая разница, с кем он спит? Он ведь совсем не похож на того ублюдка. К тому же, может быть, это все вздоры, пустые слухи. К чему за них цепляться? Не стоит все принимать за чистую монету. «Я помню тот скандал», — кивает Тэхён, почесывая подбородок и задумчиво вглядываясь в потолок. «Ведь тогда всех шокировало не то, что он педик. У него же спит, да?» Чонгук разжимает пальцы, и палочки падают на стол. Он хочет их поднять, сжать ладони, вернуть все как было. Локтем он случайно задевает стакан с пивом, и тот окатывает рядом сидящего Хасока, который тут же начинает возмущаться, вставая и отряхиваясь от липкого пойла. Чон извиняется, кланяется и сам не знает, куда деть от лезвия слуха, которое уже успело нанести порез. Чонгук не хочет верить, стараясь отмести глупые сказки, закрыть глаза на вымысел и не обращать на слова стрелы внимания. Но поздно. Уже задело. Вошло в самую грудь. Сердце болезненно сжимается под ребрами, а голова гудит. Это ведь не может быть правдой. Чимин же здоров, ведь так? Так? Перед глазами вырастает серый медицинский центр, затем коричневый пакет. Можно не верить. Закрыть глаза и притвориться, что ничего не слышал. Только Чонгук так не может. Что же на самом деле
скрывает Чимин.